Ну что, друзья, привет всем! Еще один обзорчик я решил сделать на тундру, на свою. Уже делал, сейчас уже с доработочками, со всякими. В общем, смотрите, может кто для сведения себе примет, доработает также. Вездеход Тундра, сибирский, производитель Сибирский вездеходный завод и город Тюмень. Покупал я его практически в базовой комплектации. 15 лошадиных сил мотор. Колеса бескамерные, это ДОП. Ну и все остальное, мосты жигулевские, коробка жигулевская. Сидушку я поменял на тракторную. Ну, в допах тоже они есть, могут на заводе сразу поставить. Также будку я поставил, доработал. В одном из обзоров у меня есть каркас сваренный, теперь уже вот будка стоит готовая. Все, веса примерно 130 килограмм, в общем, добавилось, я посчитал. Ну, будем жертвовать, что делать. Главное в комфорте ездить, ночевать можно теперь. В общем, что хочу сказать. Кабину таким сделал образом. Здесь на газлифте она в защелках. Эта защелка у меня отщелкивается, я привязал на проволоку. Поставил оргстекло, цвет провел, не подцепил кнопку еще. Вот там диодная лента стоит. Так, на газлифте поднимается вверх стекло и стяжарка. Бак вынес вот сюда из-под капота. Поставил датчик температуры и прикуриватель. Ну еще здесь хочу счетчик моточасов поставить, он есть у меня. Так, сидушку вот такую поставил. Вообще отличное сиденье. Всем рекомендую ставить. Проглатываешь кочки на нем, потом очень хорошо. Так, глушитель вывел сюда на крыло, а то он был у меня там внутри с баком вместе, это вообще как-то не радовало. Что еще дальше доработал? Ну, проводку, соответственно, сюда в будку провел вот так. Раз туда ее. Вот тут хайджек на проволочку перемотал. Не знаю, места ему не могу найти. Каркас у меня профтруба полторашка, 1,5 на 1,5 и 4 фанера. Саморезы прикрутил просто. Вот так это выглядит. Окошки тоже из оргстекла на болтах. Щелочка такая. Поставил на газлифт. Вот крепление надо переварить, чтобы он поднимался прямо вообще. Потому что вот уже 2 раза я головой стукнулся. И вот это крепление надо переварить чуть-чуть. Вот сюда где-то посередочке. Ну, не видно, короче, ну, не важно. Так, ну борт заводской остался. Так, что в салоне я доработал? Сделал мягкие сиденья вот такие. Полностью. И вот такие вот спинки. Спинки эти у меня съемные все. Они снимаются вот так. И вот сюда вот так вкладываются. Вот здесь вот я профильки тоже приварил, полторашки. Они не мешаются. Но и в то же время, в общем, смысл какой? Смысл такой, что все это спальником становится у меня. Все, если 4 ложишь, вот эти, они вот до сюда полностью. Но обычно я 3 ложу, чтобы здесь проходик маленький оставлять себе под ноги. Все, вещи под шконку, боковинки эти. Матрас бросаешь. Вот так у него получается 1,85 м. Мне вполне хватает вообще спать.
Полку сделал. Здесь будки. Поставил свет. USB от аккумулятора напрямую. Вот такое у меня окошечко. Сейчас я покажу. Боковину уберу. Они, кстати, вот так вот, видите, я сделал. Сейчас покажу как. Крючки вот такие приварил, сварил. И там вот так вот зацепы. Все просто, ясно. Так, раз. Одеваешь и все, она стоит на месте. Вот, здесь вот у меня типа окно. И в то же время это стол. Вот так откидываешь и получается стол. Все, сел. Вдвоем. Поел спокойненько. Вот. Пожалуйста. Я сел. За столом сижу спокойно. Напротив. Еще кто-то может сесть. Пообедали там, поужинали, позавтракали, все что угодно. Все отлично, ветерок продувает. Здесь у нас борт открыт тоже. Все классно. Ну и вот эти, кстати, вот это окно. Вот это. И вот те задние окна. Как раз таки, когда едешь, проглядывается дорога сзади. Хотя бы, чтобы вдруг кто-то тебя там обогнать хочет по лесу. Невозможно. Поэтому вот обзорность такая есть. Вот такие доработки сделал. Все в целом-то вообще супер. Всем рекомендую данный вездеход. Едет отлично. Задачи, возложенные на него, выполняет отлично. Вопросов к производителю у меня нет. Я там где-то видел злобные отзывы по поводу этих вездеходов. Ну не знаю, в общем, что тут можно в нем сломать. Вот я не знаю, честно. Это как надо на нем гонять, чтобы на нем рама сломалась. Он же тихоходный, он еле-еле ползет, там 20 километров. И ты быстро не погонишь на нем, потому что его ты затрясаешь. Сейчас трансмиссию покажу еще. Из чего он состоит. И, в принципе, ломаться там нечего. Вот коробка восьмерочная у него стоит. С заваренным дифференциалом. На задний мост выход. На передний мост выход. Мосты жигулевские. Здесь перевернутый стоит передний. Редуктор. Все, тут самодельный кардан. Тут идет сцепление жиговское стоит. К нему идет вал. На ременной передаче от мотора 3 ремня. Там натяжитель есть, вон он, болт торчит. Натягивать ремни. Мотор Лифан 15 лошадей. Рулевая рейка восьмерочная, вот она стоит. Сейчас с той стороны обойдем. Палец УАЗовский. Вот то, что УАЗовский, так это вообще похвала. Ремонт пригоден, всегда везде найдешь. Вот она стоит, рулевая рейка. Тоже восьмерочная. Ну здесь демпфер у меня, это, кстати, доп стоит. Да, демпфер еще стоит рулевой. Не знаю, короче, на кочках это не особо он помогает. В общем, руль вышибает, но привычки, дело привычки. Не так уж быстро и гоняешь на него. Вот выход с коробки. Как вот рычаг переключения так переключает. Вот перелома. Вот это ограничители, чтобы они независимо друг от друга не перевернулись. Ограничители поворота. Два, с той стороны такой же. Упирается вот сюда и все просто. Все. Вот мне лично никаких электроусилителей не надо и генераторов дополнительных. Потому что все эти сопли дополнительные, они сказываются на надежности потом.
после эксплуатации. А тут мост жиговский, коробка жиговская, рулевая рейка жигулевская. Из электроники вон фары стоят, да, под всякий цвет в салоне. Больше ничего и не надо. Все от точки А в точку Б возит спокойно. Сегодня всадил его вот так вот. По самое я не хочу. Вот так где-то колеса задние были. В общем, вот этим бортом задним легли на землю. Ну полностью, то есть лег. Вон даже у меня тут трава еще осталась. Видите, вот забило. То есть вон там вон все это болотная жижа. Лег полностью. Ни хрена палок накидал под него. Морду чуть-чуть поднял хайджеком. Вот этим донкратом рейчем. Поломал его, покрутил рулем и выехал. Хотя сидел он вообще капитально мертвый. Если бы там какой-нибудь УАЗик, то целый день бы его ковырял потом отсюда. Так что техника супер вообще. Всем рекомендую брать. Ребята молодцы, делают. Не первый год уже, по-моему, 6 лет они их изготавливают. Все уже доработали в них. Все, что должно было сломаться. То есть на работу над ошибками проводят. Комплектаций там куча у них разных. Под себя каждый может сделать. Я просто брал бомж-комплектацию. Сам доработал все потихоньку, помаленьку. Вот и все. Мне в удовольствие это все было самому сделать. Вот. Топорик так ложу на полу. Он не мешает, ничего лежит у него. Вообще супер вездеход. Главное, все просто. Ремонта пригодно в лесу. Колеса стравил сегодня до 0,1. Еще когда выезжал. Насос у меня, сейчас покажу какой. Купил я насос не так давно. Вот сейчас, кстати, откачивал им колеса. Вот такой вот штуцер купил. Поставил сюда. И насос вот такой Браво снял. Он вот до 0,5 бар. У него давление есть, манометр. Все, я на 0,3 колеса накачал все. Все четко. 0,3, но до 0,1 стравливаешься, быстренько качаешь. И погнал. Так что такая техника. Я только радуюсь и езжу. Все стоит копейки, даже если что-то где-то отрыгнет в него. Все стоит копейки, сущие. Коробка новая, восьмерочная, там сколько она стоит? Я не знаю, в магазине, ну 10 тысяч, наверное, стоит новая. Если даже там вот вся она порвется, сломается. На каких-нибудь разборках можно, наверное, за 3000 купить. Мосты тоже так же там по 2000 продают. Больше тут ничего и нету. Мотор ифановский, 15 лошадиных сил. Он новый, по-моему, стоит там 15 тысяч. Не знаю, сколько он стоит, но вообще сколько он может стоить? Ну 20 тысяч стоит. Ну, вот сломается он. Купил новый за 20 тысяч, поставил, дальше ездить. Самое главное, конструктив всей техники. Уже все, рама сварена, все сделано. Все опробовано, все надежно работает, верой и правдой. Под себя доработали и радуйтесь, катайтесь на рыбалочку. Милое дело, лодку бросил. Вон, в мешке. Пилу бросил, всякие там шматье свои, воду. Все, и поехал. Где остановился, там и лег спать. Зарядил, там телефон надо, если что-то. Поел, плиточку погрел. В общем, дом на колесах. Ну классная же техника, вообще супер. Да?
ребята. Вездеход Тундра. Всем рекомендую, берите. Производитель должен мне за рекламу что-нибудь подогнать. Не знаю, может подарок какой-нибудь мне сделают на день рождения, да? Всем рекомендую Тундру. Вообще супер вездеход. Ни разу не пожалел, что взял. И не пожалею точно. У меня из вездеходов и квадрики были, и китаец, и BRP был 800, и УАЗиков, я не знаю, и буханки там, и фермер, и НИФ куча была тоже всяких. И пикапы, и трехдверки, и пятидверки. В общем, этот лучше всех. Вот этот вот. Ни одна Нива, ни один УАЗик не заедет туда, куда это заедет техника. Все они в сторонке нервно курят, стоят. Короче, Тундра рулит. И стоит она копейки сущие вообще. Если ее возможности учитывать, как вездехода, я думаю, что вообще это копеечная техника. И тем более сделано так просто. В любом лесу любым молотком можно сделать. Да и без молотка можно палкой. Так что, ребята, берите Тундру все. Создадим общество. Тундроводы будем называться.